Привет! Продолжаем серию колпинских баек. Сегодня рассмотрим одну байку, от которой у меня, если честно, просто бомбит во всех местах. Байка эта гласит, что в 19 веке на Ижорском заводе отлили пушки, которые забраковало приехавшее высокое начальство. Чтобы добро не пропадало, их якобы решили использовать в качестве ограждения территории ижорских заводов со стороны главной плотины. Эта информация очень часто встречается в интернете, в печатных изданиях. Что же говорить, даже на сайте администрации Санкт-Петербурга указано, что в ограде использованы бракованные стволы пушек. Ну что ж, давайте рассмотрим эту байку поподробнее и развенчаем ее. Облик исторической части города Колпино дополняет такое удивительное и необычное в архитектурном отношении сооружение, как заводская ограда на бульваре Свободы, идущая по гребню главной плотины по обе стороны от памятника героям-ижорцам. Она появилась предположительно в конце 1830-х годов в связи со строительством вдоль подпорной стены главной плотины здания для цепных кузнец. Вытяжные трубы цепной кузницы, стилизованные под стволы пушек, стали опорными столбами заводской ограды. Этот остроумный прием стал ярким примером эстетического осмысления утилитарной функции. Данное инженерное решение заводской ограды на главной плотине приписывают Александру Яковлевичу Вильсону. Он перестроил ижорские заводы, выполнявшие заказы Адмиралтейства. Одновременно с ижорскими заводами он более полувека возглавлял императорскую Александровскую мануфактуру, был в числе учредителей российской бумагопредельной и Невской бумагопредельной мануфактур. Вильсон стремился внедрить на заводах технические новинки, появляющиеся за границей, в первую очередь в Англии. При нем адмиралтейские ижорские заводы начали принимать участие в российских и международных выставках. Александр Яковлевич похоронен на нашем старом Колпинском кладбище. Его могилу и по сей день можно там увидеть. Кстати, с учетом того, что могил той эпохи на кладбище сохранилось в похожей единице, это знак высочайшего уважения к этому человеку. В общем, представить, что завод выпустил единовременно такое количество бракованных пушечных стволов, просто невозможно. Но это чисто субъективное мое мнение. Для того, чтобы понять, что байка ничего не имеет общего с реальностью, достаточно взглянуть на орудия того времени, как они выглядели. А выглядели они немного по-другому. Можно взглянуть на пушки в Кронштадте, которые по калибру до наших пушек все равно не дотягивают, но видно по всем фотографиям, что у орудий того времени есть свои особенности, и становится очевидно, что наши пушки с ограды всего лишь стилизованные трубы, а не настоящие орудия. Кстати, в первой серии колпинских баек мы рассказывали о том, что в подвальных помещениях бывшей чугунолитейной мастерской, здание которого не сохранилось, куда мы проникли, кирпичные своды подпирают колонны, которые также стилизованы под пушки, и они очень похожи на пушки ограды. Это просто потрясающая целостность ансамбля и очередное доказательство неверности байки, про которую мы ведем речь в данной серии. Во время Великой Отечественной войны бульвар Свободы сильно пострадал от обстрелов гитлеровских войск. Недаром он назывался перешейком смерти. И сейчас можно увидеть следы повреждений. Кстати, еще одна история гласит, что один пушечный ствол из ограды был очень сильно поврежден, и после войны было принято решение восстановить ограду. Ижорские умельцы просто свернули и сварили подходящий стальной лист так, что даже опытный глаз теперь не отличит поддельную пушку от настоящих. Все-таки не бракованные пушки, а продуманное инженерное архитектурное решение. Кстати, такой ограды нет больше ни в одном городе России. Да, есть ограда Спасо-Преображенского собора в Петербурге, основу которой составляют стволы трофейных турецких пушек, взятых со стен турецких крепостей. Но это просто орудие, а в нашем городе это еще и трубы. Так что можете с гордостью показывать нашу ограду гостям города и рассказывать о ее уникальности. Ну или просто сделайте селфи, что ли. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал и смотрите наши предыдущие серии. Ну и, конечно, следующие.